Сегодня утром стали известны шокирующие подробности в деле о смерти романтического друга Аллы Пугачевой, израильской топ-модели, врача и бизнесмена Арака Майяма. 5 дней назад молодой израильтянин трагически ушел из жизни в волнах Средиземного моря. Однако обезумевшие от горя родители Арака разнесли эту версию смерти в пух и прах. «Мой сын чемпион мира по плаванию», — говорит отец Арака Майяма. «Он всю жизнь прожил у моря». И вы считаете, что человек, проплывающий каждый день по 2 километра, способен утонуть на расстоянии 100 метров от берега? Действительно, такая нелепость кажется просто фантастической. У родителей Арака Майяма появилось много вопросов к Максиму Галкину, так как звездный пародист был последний человек, который видел Арака живым. До вчерашнего вечера было известно, что Арак и Максим завтракали в ресторане за 2 часа до смерти Арака Майяма. Однако с помощью показаний официантов ресторана и уличных видеокамер удалось выстроить точную картину трагедии. Израильтянин и Максим Галкин заказывали в ресторане большое количество спиртного, но употреблял его только Арак. Это тоже кажется весьма странным, так как израильский бизнесмен до недавнего времени был равнодушен к спиртному. Официанты подтверждают, что Арак был пьян до такой степени, что Максим Галкин поддерживал его за плечи и усадил в джип. Далее Максим садится за руль машины и везет Арака, но не домой, а на пляж Средиземного моря. Дальше ниточка обрывается. Через час машина Арака Майяма была обнаружена около Средиземного моря. В ней были бутылки спиртного и одежда израильтянина. Однако Максима Галкина на месте трагедии не было. Сегодня во время утренней прогулки Аллы Борисовны и Максима Галкина по пляжу был задержан звездный пародист, пока до выяснения обстоятельств. Максим Александрович сообщил, что действительно вывозил Арака к морю для того, чтобы израильтянин освежился после выпитого спиртного. Однако с какой целью Арак употреблял спиртное и почему Максим Галкин покинул пляж, остается непонятным. Полиция считает, что пока Максим Галкин будет задержан на 5 суток до выяснения обстоятельств. Первый муж Аллы Борисовны Пугачевой, цирковой артист Николас Орбакас, тоже не верит, что Арак Майям мог утонуть. «Я знаю Арака с детства, этот парень был влюблен в море. К тому же он профессиональный спортсмен. Не смешите меня, этот парень мог проплыть 3 километра без остановки». Алла Борисовна Пугачева по-прежнему утверждает, что все происходящее – это не что иное, как попытки подставить ее мужа Максима Галкина. Ведь в скором времени у пародиста должны были состояться сольные концерты в столице Израиля Тель-Авиве.